Так, друзья, всем приветствие. Вы на канале BailStream, с вами Михаил. Да, плановая у нас трансляция. Прохождение у нас Horizon Zero Dawn Complete Edition, 12 серия, 12 стрим прохождения. Всем приятного просмотра, хорошего вам дня. Заряжайтесь позитивом, просыпайтесь. Так, ребят, да, вчера я убежал в спешке. Ну, собственно, что я сделал за кадром. За кадром я качнул, у меня было 3 очка. А теперь у меня есть типа ездовое животное, позволяет подозвать к себе. Возможно, потом я прокачаю данные таланта и пойду сюда, в копии якобы. Вот. Мы победили в испытании, по-моему, охотника, если я не ошибаюсь, и стали якобы главой. Но сейчас мы увидим все по сюжету, потому что я уже дальше не проходил. Я так сохранился. Приобрели мы луки Банука. Да, пока что парочку у нас лук защитника, то есть и ударный лук, то есть охотничий и какой-то со статусами. Я вот что думал, я вчера смотрел, как у меня шла стрельба без удобства. То есть я так понимаю, что удобство здесь как раз-таки дает это быстрота натяжения лука, да, и точность. То есть когда я не ставил на удобство, я не мог попасть банально в цели. Поэтому, ну, поэкспериментирую еще сегодня. Все-таки поставлю побольше на удобство именно вот здесь вот. Потому что, ну, тут самое главное попадать, да. На удобство хотя 76. Да, вот в отличие от лука Карха Тьмы, у которого повышенная скорострельность, перезарядка. Но у него удобство, видите, какое сразу там на 80 идет. А это охотничий, да. А тут на 95. Короче, ладно, разберемся. В общем-то. По заданиям нам куда-то там надо прибыть, если я не ошибаюсь. А прибыть нам надо сюда. Плюс мы вчера еще взяли карты. Фигурки, по-моему, собрать осталось вот это вот последнее. Пигменты тут еще кое-где есть. Ну и кристаллики подсобирать. Это нам на последний, по-моему, лук Банук. Ну, я не учитываю сейчас броню. Чисто лук Банук. И вот здесь вот есть еще охотничьи угодья, по-моему, там проходит испытание как раз-таки, как нам сказала эта сестра Тарака, по-моему. Вот, что там проходит только типа избранные. Ну, в общем-то, как-то так. В курс дела вас вел. Вчера вы сами все видели, или кто на записи смотрел. Спасибо за обратную связь, спасибо за поддержку, друзья. Прям благодарочка. Спасибо большое. Здесь я помню, я как-то пытался сюда дойти. Здесь сейчас будут 2 инвизных. Охотники они, что называется. Плюс вот эти вот машины. Это прям, блин. Ну, жестко здесь. Да, вот. По аптечкам мы с вами прокачались немножечко. Стали по комплектованней. По ресурсам. Вот сундуки тут какие-то. Давайте посмотрим. Есть какая-то модификация. Хорошо, еще одна. У меня нету перехода, по-моему. Вождь Вирака. Вот. Вождь Вирака. Коробка костюма. Ледыши Банук. Ледомет. То бишь, это то же самое. Только один с молниями, второй со льдом стреляет. Да, ну лед, то бишь замедление. Шок. Так, что-то там по одежде мне дали. Очень редкие. Так, ну давай посмотрим. И то стоит по 100 на продажу. Величественный костюм, предназначенный в равной мере для проведения церемоний и для выживания в экстремальных, обеспечит полное восстановление запаса здоровья. Как вам? Да. Сейчас мы тогда снимем здесь. Я как-то хотел купить такую штуку, но я засомневался, потому что мне нужны были осколки. Осколок, как вы видите, у меня вообще маловато. Запаса здоровья именно. А здесь у меня эффект резиста от заражения. Ладненько.
Давай посмотрим, что мы можем одеть. Защита от дальнобойного, от заражения, к скрытности. Ну, 3 статуса, это очень мощно. От рукопашных, от дальнобойного. Дальнобойных. Защита от рукопашных, от заражения электричества. От заражения дальнобойного огня. То же самое от заражения. Ну, предлагаю пока вот эту поставить. А здесь еще что-нибудь выбрать. Ну, рукопашка-то это оно тоже неплохо. Ну, хотелось бы что-нибудь на 3 ячейки. От заражения дальнобойного оружия огня. Сейчас, друзья, немножко, да, подтупить в этом плане. Заражение опять дальнобойного. Тут скрытность. Ну, скрытность мне зачем? Вот мне было бы скрытности. Еще как-то можно было бы подумать. По идее, у меня есть какие-то резисты, да, типа в плане банок. Но сейчас вот это вот, возможно, ткань защиты. Я к тому, что если прям совсем плохо, то можно типа баночки всякие выпить. 13,5 от огня. Ладно, поставлю-ка я вот эту. Пускай будет так. Пускай будет так. От рукопашного неплохо. По крайней мере, я думаю, нас не так будет легко взять. В этом плане. Так, по ресурсам тут сердце ледоклыка. По ресурсам места пока есть. Да, карты, пигменты вот эти вот. По вместимости. Для ледошипа. Проща. Вот, для зелий, да, мы с вами тоже качнули. Это у нас вообще сумка для одежды. Мое. Ну вот. Машин заражено с помощью ледошипа. Что-то какой-то, типа, ачивку надо выполнить, я так полагаю. Ну, давай попробуем. Я не против. Сейчас только подходящую найдем модификацию. От холода, повреждения брони. Ну, опять же, тут нужно удобство, я считаю. Тут попадать надо. Она же косая, эта штука. Давай вот простенькую поставим. Тут если 92. Тут только, смотрите, тут только боеприпас обморожения. А тут еще и урон некий идет. И плюс, понятно. Машина заморожена при помощи... Ладно, все это штуки штуками. Нам надо идти. Нам надо идти, друзья. И бежит на меня, главное. Вкусно. Уважаемые, если что-то там слышно, видно, всегда прошу, дайте знать. Там типа все хорошо. И этого достаточно. Сегодня мы также с вами где-то часика 2-3 по моим замеркам побегаем, поиграем.
Где он есть-то? Куда-то он ушел. А вон. Роднулечка, приветствую тебе, солнышко. А! Я, кажется, понял, как эта штука работает. Все видно, слышно. Спасибо большое, спасибо. Это у меня сегодня самое первое зрительских симпатий по ходу дела. А я что-то не пойму, а что я его не пробиваю-то? А ну-ка давай высокоточного. Ура, да? Это хорошо. Подожди, ты, брат, ты что? Во засмолили. Терминаторы это какие? Попробуем ему сейчас черепную коробку пробить. Да не ругайся ты. Чё так сложно-то пошло-то с самого начала? О, ХП пошло восполняться. Ой, вот это вот опасный типок. Это у нас волчонок, да. Познакомьтесь. Это даст мне преимущество. С его же пушки, да, друзья? О! Нормально, нормально пошло. Да, ХП на удивление нормально так восполнилось, быстренько. Определенно.
Уровень прибавил, а урона не прибавилось. Казалось бы. Все и закончится. Не-не, вот эта штука... Типа надо заморозить что-то там. Да, лук-банук надо натягивать. Типа там же написано описание. Чтобы усилить пробитие, там, натяжка, там, все дела вот эти вот. Чувствую. Да, я вообще ничего не чувствую. Пойдем по аккуратному. Что там она опять не чувствует? Собирай вон. Дикаменты. Тут есть и поросята, есть и осколочки. Пару самоцветиков. Синий самоцвет. Да-да-да. Его, пожалуй. Так, давай посмотрим, все ли мы собрали. Да, все самоцветы. Значит, получается, их надо все абсолютно собирать. И это, ну, наверное, проще всего, конечно, загуглить карту, нежели чем покупать ее, тратить ресурсы. Хотя, условно, с другой стороны, там ресурсы не такие уж прям большие требуются. Всего лишь косточку барзука этого найти. А их тут очень много. И все. Дело в шляпе. Так, я вчера растратился, знаете, на что? На эти вещи. Сумка перехода, или как она там называется? Нам бы скрафтить парочку. Делаю запасы. Вот. Подхожу к опасному месту. Скиталец банок. Хорошо. Они убили мою зверушку. Эти барашки убили мою зверушку. Нехорошие какие. Так старался, так захватывал. Так, ладно, он там дерется. А нам надо дальше. По поводу крафтить. Так, изготовление путешествия. Ну, хорошо, вот пяточек сделали. Я думаю, нам этого хватит. Я бы, честно, здесь бы вообще бы не дрался, как-нибудь обошел бы эту территорию. Это мне пригодится. Тут, чтобы вы понимали, там вот не только раскоре. Тут еще где-то два инвизных этих ловкача, или как они, короче, убийцы. Он мне хвостиком махает, и меня нету. Надеюсь, что он нас не обнаружит. Рано или поздно... Хватить управление башней. Рано или поздно мы сюда вернемся. Да, нужно, ага. Попозже, с какими-то напарниками.
Вон 40 метров, где-то квест. Вот, отлично. Есть территория, есть сохранение, есть... С Аратаком, поговори с Аратаком. Да, вот мы... Граница. Почту за честь поговорить с тобой. Сейчас, ребятки, сейчас поговорим со всеми. Мне сначала... Где этот Аратак-то? Он нет. Нет, это не он. Запасы в длинной засечке пополнены. А, вот он стоит. Все, сейчас. Нас уже больше. Еще 3 охотника прошли испытания. Но цель же была захватить гору. А теперь? Будьте наготове, точите копья. Если мы не вернемся... О, лиса, ты прям аватарку нашла. Лиса. Если, конечно, наш вождь с этим согласен. Да, я поддерживаю. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Мой вождь? Бремя правления — нелегкая ноша. Я понимаю. У меня тоже теперь такой костюм, как у тебя. Вы еще не говорили с Ауреей? С чего бы? Она этого хотела. Вернуться к барабану. Только это ее заботит. Конечно же, она придумала, как отбросить мое копье. Карха забрали мою сестру и... вернули ее не всю. Она была в плену у Карха. Что случилось с Ауреей там, в плену у Карха? Она шаман. Разбирается в машинах. Может выслеживать, оглушать. У Карха она ловила машины для Кольца Солнца, где их натравливали на невинных. Ее сделали причастной к этой мерзости. Какой стыд она испытала под их жестоким солнцем. Она выжила. Она выстояла. Выстояла, напоминая себе о душе и о цели. Это все, что у нее осталось. Так. Что случилось во время первого похода? Аурея привела нас на вершину, но на пути была большая дверь. Что-то вроде котла, новый металл. Мы пытались ее вскрыть, но безуспешно. Мы обессилели. Впереди тупик, а сзади машины. Я решил пробиваться назад. Это дорого обошлось. Но если бы мы остались, потеряли бы все. Я не хотел, чтобы это снова случилось с Ауреей. А что может быть за этой дверью? Понятия не имею. Это глыба металла, мертвый гул. Ничему святому там не место. Машины и смерть – вот что на этой горе. Смерть нам, либо демону. А если мы найдем душу? Тогда стоит избавить ее от страданий. Там типа телепорт, я так понимаю. Я благодарна, что вы пошли со мной. Кто-то должен защитить Аурею. Там просто по-другому, я даже не знаю, что кто там. Там типа общаются, они никак не могут догадаться, что это кто-то по ту сторону разговора ведет. С ними диалоги. Ты не откажешься выслушать мою просьбу? Сейчас, секунду. У нас синих самоцветов с вами, между прочим, 13 из 14. Это будет последний пробивной лук-банук. Я сравнивал вчера, честно, с Карха, но вот мы на стриме сидели, смотрели, и он, да, он получше. Тут также дубленная шкура мех защищает от холода. Обычные жители костюм северных, что-то там. От огня, от холода. Ну и в целом у нас скрытность. Медленное восстановление запас. А вот здесь вот как раз-таки тот же самый идет, как запас, что ли, здоровья. Восполнение. Но у нас, кажется, получше. У нас типа не синий, а фиолетовый. Дубленка фиолетовый. Каждая строфа твоей Тоже песни охотник. повествует о невероятной победе. Эхо от нее слышно по всей зарубке. Не стоит верить каждому эху. Это я знаю. Когда-то в Бануре звучала моя песня. Умнак,
охотник на легендарные машины. Затем я и пришел. За машиной. Ее зовут Подземным Когтем. Звали, когда я был моложе. Вот такой бы победой завершить мою песню. Раньше я мог преодолеть путь от Банура до Зарубки без ночлега. А теперь... мои кости болят, охотница. Но ты обошла Аратака. Возглавила Верак. Если хотя бы часть твоей песни правдива, Круто. ты единственная, кто может пойти вместо меня. И поохотиться за вас? Не только за меня. За старого друга. Похоже, ваше имя на слуху. Быть Банук значит совершенствоваться до предела. Мой предел оказался выше, чем у многих. По земле рыскали грозные машины, и в юности я обнаружил в себе талант к охоте. Даже сейчас мое имя имеет вес, и когда вновь объявился Коготь, Верак пришел ко мне. Вы все еще верите в себя, как верят эти люди? Может, верил, пока не взял лук в дрожащие руки. Впервые заметил старческие пятна на костяшках. Как это странно быть, Да, время приходит. смотреть назад и видеть долгий путь. Я тоже как-то в свое время не понимал, как что там у дедушек, бабушек, что там может болеть-то, да, там? Кости какие-то. Да, есть такое, есть. Это машина. Подземный коготь. Надо просто адекватно к этому относиться. В нее отправились в такую даль. В иных песнях бывает припев, как возвращение к прошлому. Это ясно. Вы уже охотились на нее. 20 зим назад, не меньше. Что за коготь-то? Мы были так близки к победе над Когтем. Ближе, чем кто-либо до и после. Мы? Я и мой друг. Он был вождь моего Верака. Умелый охотник. Он сейчас Каждые про несколько Тарака дней говорит я или влюблялся про какого-то в другого? вместе. Я знал 2 вождей, которых он лишил жизни. А, Мой друг стал 3-м. Эту охоту я хотел посвятить ему. подземный коготь какой-то убил. Чтобы я поохотилась за вас. Это какой-то обычай Банук? Нам бы такой не помешал, но нет. Мы боремся и побеждаем, пока не терпим поражения. Признаюсь, мне тяжело об этом просить. Будь это другая машина, я бы умер как ног. Ладно, я... Порвал уже слишком много. Лучше жить в мире, где когтя больше нет. Все. Вижу, для вас... Я больше кровь Банук в моих жилах, а мертвецу это не... Я поняла. Я уверен, ты можешь многое. Я слышал, что он обосновался на северо-восточных краях Заруб. Подземный коготь. Короче, какого-то когтя убить. Я думаю, чуть-чуть. Нам сейчас надо Саурей, основной как бы квест, да? Да, выполнить. А это мы потом подеремся. Я еще рассчитываю все-таки 3-й лук забрать Ты здесь. Илой, да? Мой пап, то есть Бургрен, сказал, что ты ко мне наведаешься. Мой пап... Привет. Я Варга. Ого, вот это у тебя копье. Ты сама переделала, да? Подправила кое-что. А ты разбираешься? Кстати, ее отец нам прокачал копье за счет квеста. Не могу продать, даже коршуну-блестяшку. Всем тут подай простые луки да копья. А я люблю необычные штуки. И у Банук такие есть. Посмотреть хоть на копье Аратака. Это лидошип. Ой, или оружие Ауреи. Вот бы покопаться в такой штукенции. Ощутить молнии под пальцами. Да хоть в чем-нибудь бы покопаться. Последний заказ был месяц назад. Да вон, в снегу можешь Оружие покопаться. стреляющее. Покопаться, говорит. Получилось скверно. У меня есть буревик, у меня есть ледошип. У меня есть ледошип. Такой же, как у Аратака. Хочешь взглянуть? Ты серьезно? Да, с радостью. Так. Это явно недодумка. Если это заменить... Да, тогда...
Хочешь верь, хочешь нет, но она работает. Мягко говоря, ну в полсилы. А почему она? А, папка говорит, все оружие девочки. Даже и не понимает, что это комплимент. Послушай, будь у нас с тобой челюсть Громозева, эта твоя красавица у нас бы просто запела. Я знаю, где добыть. Пойдешь со мной на охоту? Так. А если у одной твоей знакомой есть такое оружие, как у Ауреи? Да ладно. Сама смотри. Ну, конечно. Она, короче, прокачивает. Значит, катушки дают искру. Но источник даже не привинчен. Ну да, она прекрасна. Но есть красота, есть красотища. Нам нужен коготь буревестника. Молнии стекают с них, как вода с гуся. Я знаю, где его взять. Идем на охоту. Это оружие станет твоей лучшей подругой. Не считая меня. Так, а может быть у меня что-то есть? Помни, какая деталь нам нужна? Челюсть Громозева, больше ничего. И ты можешь это улучшить? А то! Думаю, да. Нужен Есть у меня? буревестника. Ты сорвала тот заказ? А, нет. Да это была моя лучшая работа. Только вот сделка сорвалась. Месяц назад один тип, Алгрут, тоже из Азерам, попросил меня кое-что изготовить. Ты же знаешь, как Вот буржуй грузит. умеет поливаться пламенем из пасти? Вот такое. Но чтобы в руках держать. И ты это сделала? Ага. Назвала пламя Горна. Так гордилась. Алгурут прислал весточку, мол, приходи, покажешь, как успехи. Я пришла, а он там с целой шайкой разбойников. И, конечно, зачем платить, если можно просто взять? Пришлось бежать и оружие там бросить. Рано он радовался. Так. Я ведь не закончила. То есть он спер то, что не работает? Она работает. Просто еще немного времени. Не улучшено, да. Много деталей. Она бы работала как следует. Нам нужны детали буревестника и Громозева, и... Ты знаешь, где их взять? Знаю. Но это далековато. Громозева надо искать во встрече долин. Буревестника у Свободной горы. Я соберу припасы. Встретимся там. Ладно. Если уж Унак не сумел победить, Так, ну это опять. Сейчас мы выберем, пойдем куда. что у них получится? Мне надо с Аурей поговорить. Потом все это улучшение охота. Такс. И на тут выбрал свой путь. Пусть тут Пойду поговорю с Аурей. Да, да, в курсе, надо эту штуку захватить. Один кристаллик, друзья, нам нужен. Мы о летнем солнце. Сделать лук. Ветерке в лесу. То есть у нее такая же палка, как ледяная, типа с искрами. Только она еще сделала с огнем, видимо. Фига себе, это кто такие? И там какая-то дверь бункера замерзшая. Еда. Как бы тут какой крокодил-то не выпался, а? Еда, говорит. Так, сейчас я, друзья, альт-момент. Пока все просыпается, подсыпаются. Сори. Хотел кофеечку, да, налить себе, а то у меня закончился, пока просыпался тоже. Сейчас обновлю и продолжим, с вашего позволения. Далеко не убегайте. Оставайтесь. Сейчас.
Так, извините, лясь. Продолжаем. Элой, вот он. Мой единственный шанс воссоединиться Приветствую, с Руслан. тобой и, Хорошего дня. может быть, вернуть ее в синий свет. Я бы не смогла добиться этого одна. Мне нужен был чужак. Тот, кто ничего не знает о нас. Но... Нет, я не это хотела... Ты мне спасибо говоришь? Да, конечно. У тебя талант развязывать узлы, создавать возможности, Я вспомнил, Руслан. что помогла пройти этот путь. Сейчас, секунду. Жаль только, что для этого пришлось... Ты там рекламу у себя во дворе развешиваешь, ходишь, Руслан. Весь двор забежал, да, Хорошо, вчера? что ты взяла его. Справедливо, он упрям как камень, но... Иначе нельзя. Война требовала. Как и я. Чего война требовала? Аратак рассказал мне, что ты долго пробыла в плену у Карха. Ты только, Руслан, поаккуратнее. У Аратака Типа всё Трова нормально к этому относится, сложно. но Якобы Карха меня а остальные не знаю. Это не так. Ну, YouTube плохо, а вот Они про ВК теряют без понятия. решимости. Когда все потеряно, остаются мысли о самом важном. О душе. О синем свете. О большем. И о брате тоже. Почуяв северный ветер, я всегда думала о нем. Тревожилась о нем. Кепочка прикольная, смайлик такой. Здравствуйте, говорит. Здрасте. Что сделала война с Аратаком? Отняла у него все, кроме его подлинной сути. Ну, Аратак, я так понял, ну, брат ее, вожак, он Нет среди банук воли сильнее. оберегал от этого вулкана, чтобы люди туда не ходили. Морозных ночей и ни на миг не давал слабины. Это я вчера из диалогов как бы За так года он получил 23 раны. понял. Охотники сосчитали. Он не рассказал ни об одной. Зато он жалуется, что со мной жить тяжелее. Он прав. Что он видел от меня, кроме бед? Так, Что нас там ждет, Аурея? Руины, машины и дверь, такая же, как в котле. Я верю, что ты сможешь ее открыть, потому что за ней душа. Я знаю, что найду ее там. Хотя демон, конечно, постарался спрятать путь. демон, какой-то демон. Так, я вернусь чуть позже. Мне пора. Не понял я юмора. Для тебя это было непросто, Аурея. Типа, либо выйти здесь еще побегать на территории, Вы услышите ее голос. либо пройти дальше. На сей раз обе услышим. Хорошо бы. Ты готова? После подъема повернуть назад трудно. Я думаю, что надо идти дальше до конца. Пофиг там лук, не лук. Мы потом это все закончим. Ну, что нам не позволит вернуться. Наконец поднимемся. Что углем нарисовала? Я не вижу пути наверх. Не наверх, сквозь. Давай, брат! Пошел дискач. Ну это вентиляционная шахта, они туда загоняют дым, что ли? Идем. Нас ждет душа.
Да, и не только она. На территории обнаружено задымление. Тревога неучебная. Сохраняйте спокойствие и следуйте к ближайшему выходу. Для, Тревога неучебная. для них какие-то бункера. Я тоже могу призывать силу предтечь. Предтечь говорит. Для них бункера какой-то прям аж, не знаю, не видят в них каких-то богов, что ли, там, да? Задымление, вентиляцию дым напускала. Что это за место? Душа говорила, когда-то все это было частью ее владений. Крепости, защищавшей человечество от страшной угрозы. Крепости. Больше похоже на машину. Что тебя удивляет? Ведь синий свет живет в машинах. Вот только остался ли он здесь? Типа какой-то база военная по производству этих самых машин. Колонны из металла. Бамура. Не нравится. 21 ноября 2064 года. Прошло 3 года с тех пор, как я был тут в последний раз, и 12 с тех пор, как ушел с поста руководителя. Осталась только дежурная бригада, и они не понимают, что... Дверь бункера. Как и я сам. Анита просит найти способ на время приостановить здесь всю работу. Может, надолго. И я не знаю зачем. Но, судя по ее голосу, произошло нечто ужасное. Хотел бы я взглянуть ей в глаза, спросить, из-за чего она так перепугалась. Но что поделать? Мне бы просто взглянуть в ее глаза. Видите, как оно? Прислушивалась? Здесь есть воспоминания. Так. Возвращение почетного директора, достойное название. Нет, отстойное название, а тема еще хуже. Съемочная группа умрет со скуки. Короче, тут какие-то репортеры были. Так, а это что? Повтор играть. 1 ноября 2000... А, ну это было. Это было, друзья. Которые оставили предтечи. И ты можешь их слышать. Я тебе завидую. Что мне говорить? Я не совсем поняла. Ой-ой-ой. Давай, хорошего дня. Блин, у них резист же. Надо, короче, стрел другие, друзья, взять. Аурея дерется с посохом. Я упал.
Не смог я встать. И куда я упал? Забраться выше, и тогда мы увидим. Слушайте, мне бы осколков только хватило. У меня осколков там вообще 160. Что 170? Ну ладно, разберем, я думаю. Это я забираю. Еще левел апнули. Если вождь ступает размеренным шагом, то и мы тоже. Чё, если вождь ступает? Что-то нам опять втирает. Вообще меня вставляет, скажем так, эта игра, лишь потому, что тут необычный сюжетик, вообще необычный. Мы поднимемся наверх, когда ты закончишь. Тут поцелуй, что-то какие-то данные. Ладно, библиотеку занесли. Так, немножко, да, изготовление. Где у нас сами модификации? Скрытность и защита. Так, удерживать, разобрать. От рукопашных заражений, от электричества рукопашных. По одной оставлю. Мне как-то писали, говорят, а зачем ты вообще эти зеленые типа разбирай? А я так думаю, что тут надо не только зеленые. Тут даже зеленые есть хорошие, но... Ну, типа того надо разбирать. По одному статусу, наверное, где дают. Но тут очень много по одному статусу в плане удобства. Ну, типа в плане параметра очень. Нифига себе 33%. Это круто. То есть заражение мне вот это вообще не надо. Ой, блин. Слушай, братан, вали-ка ты отсюда, серьезно. Со своими этими штуками. Зайдут, это какой-то спам, какие-то сайты. Кому это надо? Кому? Ну, типа, миллион раз уже говоришь про это. Все равно бестолковые какие-то. У себя там во дворе его спамил бы. Так, урон от копья. Просто урон. А у нас очень много. Вот еще урон от копья. Просто урон. Хорошо. Повреждение брони. Удобство. Ну, вот эти неплохие. 39, 29. Ну, типа, старайтесь быть дружелюбными, друзья, да, старайтесь. Мы стараемся, а кому-то на это вообще просто клали они большой. В плане дружелюбия. Говоришь, ребят, не спамьте всякую фигню. Ну, по теме, пожалуйста, можно что-то поговорить. Так, а по ресурсам? Так, долгонога. Рыскаря. Можно, кстати, вот эти вот разобрать. Сочное мясо. У меня столько мяса сочного. Ладно, он типа запас не тянет. Пускай будет.
Все, немножечко сделали. Что там у нас по навыкам, ребятки? После прыжка алоэ приземляется на землю. Не привлекай. Ну, давай, хорошо, возьмем. Охотник. Бывает такое, что я прыгаю, и меня прям обнаруживают. Есть такие моменты. Да, сюда. Как бы не примерзнуть к земле. Да не примерзнем, не примерзнем. Сейчас я только посмотрю, чтобы не пропустить какие-то моменты. Куда нам вообще двигать-то? По направлению. Руслан, там скобочки и это самое, я не знаю, не пропускает. А ты видишь, да, этого спамщика, Руслан? Уже недалеко. В прошлый раз мы пытались пробиться вон там, но машины отбросили нас. Мы отступили, бросая припасы. Хорошо, хорошо. Потери. Спасибо. Теперь нужно победить, хотя у нас всего 2 воина и беззащитный шаман. Элой не чета обычным воинам. И я не так слаба. Да, у нее палка. Заморозалка. Ну, она реально замораживает. Там машины, но есть и укрытие. Может, они нас не заметят. Хорошо, выбор мне ясен. Идите за мной. Двигайтесь к вышке по прямому маршруту, который предложит Аратак или Аурея. Аурея якобы говорит, нам надо спрятаться, обойти. Аратак говорит, типа, если драться, там будет сложно. Я бы, конечно, предложил бы сохраниться для начала, а потом дайте подумать. Это, собственно, вообще кто? И у них главная сопротивляемость, если мы посмотрим... вот у него нету. Его можно на заражение посадить. Выбирай, а мы за тобой. У того сопротивляемый нет. Подожди. Машина Огневолк. Огневолк. Вот как она показывает система? Есть сопротивляемость, да? То есть я его не могу заражением бахнуть. Бегемот. Я уверена, что там нас не заметят. Почти уверена. А вот бегемотика как раз-таки можно и бахнуть заражением. Самое главное попасть, да? Давай попробуем. В чем проблема-то? 3 стрелы в никуда. У него резист. Там вообще ничего не берет. Че, ребята, банзай?
Так, я, короче, понял. Я беру на себя вот этого. Ну куда ты прыгаешь-то, елки-палки? Бегемот. Я не отступаю, нет, друзья. Сейчас мы ему все собьем. А, да? Там вообще шухер. Да где аптечки-то? Тихо. Блинский, а? Какой еж? Здоровый, что, я не знаю. Начал типа все хорошо, но не продолжается эта штука. То ли там от огня надо. Я не понял, чем этот бегемот лупит. Нужно его добить.
Да блин. Но урона он мне не особо наносит. Но я ему хочу вот этот подшерсток ударить. Куда ты пошел? Понял. Ёптать, это что такое-то-то? Да что это такое-то-то? Это что за урон-то такой не... Не, серьезно. Там от Стрелкову, что ли, ему надо спасение искать? Я заколебался. Можно ударить-то, стрельнуть, что-нибудь сделать. Вообще не дает пробить. Файтинг интересный. Прям в задницу ему.
Так, я по этому бегемоту не буду. Надеюсь, что он... Короче, ему надо катушку сбивать. Я просто забился в уголок, чтобы никто не уволок. Серьезно, пока не знаю, что делать. Берем, пока есть. Бери пушку. Подсрачника. И пошел дальше. Ну! Вон, я вижу пушку. Их души теперь в синем свете. Это было интересно. Следуем за ними. Заберите припасы. Они помогут нам продержаться чуть дольше. Спираль удобства. Смотрите, насколько спираль удобства. О, ой. Эти башни излучают тепло. Это кузнец Рам. И предлагаю вибрации. Может быть, что-то господин. Ну, по факту там еще пушка. Тут страта типа проста, наверное. Это сбить у волков пушки и потом от у бегемота Там, где не смогли выжить наши родичи. расстрелять. Предположительно. Хотя каждый действует по-разному, соответственно. Ну это, друзья, это прям... А чё они так тихо стали разговаривать? А вот там еще принесли-то, блин. Ледоклык. Антифриз нужен. Берегитесь, машины! Я за минометом. Берегись, говорит, машина. Ой, а что это? Это какая-то другая, что ли? Гости в подвиг тянут наши сердца и уходит наши... Я думал. А тут вон оно что. Тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур.
Так, друзья, тут какие-то должны быть у нас сохранения. Во-во-во. Остановить геотермальную систему — дело нехитрое. А вот добиться того, чтобы она смогла снова запуститься без сбоя, задачка потрудней. Мне было бы проще, если бы Анита сказала, о каком сроке речь. Годы? Десятилетия? На что рассчитывать? Погоди, там модификации какие-то новые. 45 урона. Повреждение брони. И тут 42 повреждения брони, 11 урона. То есть, если в совокупе это сочетать, это можно получить 56 урона. И брони на 44 повреждения. Ой, на 54. Так-то неплохо. Очень редкие. А еще какие тут? От огня от дальнобойного оружия. Тоже, кстати, неплохо. Прям хорошо. Так, надо копье вот это вот брать. А иначе я так далеко не уеду. Дальняя дверь была открыта. Демон закрыл ее перед нами. Демон закрыл. Там другой путь. Надо было сохраниться. А то сейчас опять какой-нибудь там, я не знаю, крокодила, бегемот по потам вылезет. У меня фулл аптечек. Ну, это прекрасно. Да, на самом деле на кушку жмешь резист, допустим, если он огнем бьет, пушишь резист на огонь, и он тебя так особо-то не пробивает. Нет места. А у меня 12, да, у меня больше не раскачивается этот мешочек с зельями. Так, подожди, тут еще же дверь есть. И там есть проход, и тут дверь. Ящик с припасами. Ты как сюда застрял? Нормальный барашек? То есть козлик. Я не могу остановить охлаждающую систему, но могу снизить приводную мощность настолько, что кальдера ее полностью скроет. Только вот от чего скроет? Работы над барьером всегда велись в условиях секретности, но это уже перебор. Даже для нашего дорогого покойного мистера Бэвинса. Что могло так встревожить? Это ловчие. Это, друзья, ловчие. Тут можно вот это вот курлык-курлык заражением вдарить. Нет? Я не пойму, чем он стреляет таким? Что меня так просадило по здоровью? Понятно? А их там пруд-пруди. Только я такой думаю, ну надо слазить назад. Надо отхилиться, короче. Меня вообще не выхиливают, просто пробивают. Тут, видимо, надо от рукопашных действовать, а так...
Что, все заново? Нет, не все заново. Остановить геотермальную систему — дело нехитрое. А вот добиться того, чтобы она смогла снова запуститься без боя, задачка потрудней. Мне было бы проще, если бы Анита сказала, о каком сроке речь. Сейчас поставим модификацию. Десятилетие? На что рассчитывать? Так, я думаю, мы не пройдем эти моменты. Тогда мне придется что-то выбросить. Тут вот еще можно сюда. Это проектор? Может, чтобы показывать голограммы без визора, надо попробовать восстановить подачу энергии. Аратак, Аурея, вы сейчас увидите фигуры, сотканные из света. Не пугайтесь. Каким-то там светом меня не напугаешь. Так, друзья, один момент. Альт-момент, прям вообще. Короче, нам надо поставить сопротивление все-таки физовым и дальним атакам резист. Я не знаю, просто это, по-моему, больнее всего, когда прилетает тебе какой-то тюк. Да, с дальней дистанции, либо с ближней. Сейчас, один момент. Подойду. То есть я к тому, что, типа, резист можно выпить с баночки. Там, ну вы поняли, да, вот это все. Ну там хилочки юзать. А так больно приходится. Ладно, помчались. Спасибо, что вы пришли. Я так рада. Не каждый день у всех нас бывает шанс выпить жерле действующего вулкана, правда? Ну, кроме Джорджа. Но у него такая работа, что не грех иногда и выпить. Это как с зверушками, Всего этого которые мы собирали. было без нашего дорогого, любимого директора Кенни Джо. Да, так что за тебя, Кенни. Ты заткнул пасть Йеллоустонской кальдере. За это полагается Маргарита. Прекратите, не чокайтесь. Я бы хотел кое-что добавить. Этот проект был бы неосуществим без нашего ведущего программиста. Спасибо тебе, Анита, за то, что ты подарила нам
бирюзу. Присоединяюсь, директор Джо. Ну что, Бирюза, сколько всего ты насчитала? Текущий прогноз 1654. О, так давайте же выпьем. За грядущие 1654 года спокойной жизни. Это была душа. И с ней предтеча. Я поняла лишь часть из того, что они сказали. Ты была права, Аурея. Они Новый год, короче, справляли, что-то такое. Носители голограммы. Ну, на самом деле, Frozen Wilds тут очень много, где мы будем еще находить какие-то моменты. Хотя я, да, тоже не все нашел. Так, а это что у нас? Ага, понял. Каталог машин. Бегемот. Кстати, да, реально очень мощный тип. У него уязвимость оказывается к холоду и повреждение брони. Сопротивляемости нету. Ну а почему тогда я не мог их заразить, если у них сопротивляемости нету? А, туловище, сопротивляемость к электричеству. Угу. Электричество, уязвимость. Короче, электричеством ему надо бахать, друзья. Такие вот моменты. Так, фигурка, да, вот еще одна. Нам нужна. Остановить Ладно, остановить что? Строили, чтобы предотвратить нечто ужасное. И у них получилось. Что касается души, я начинаю понимать, что это такое. Дверь открылась. Мы можем войти. Работу геотермальной станции можно приостановить. Система охлаждения замаскирована. Основные проблемы решены. Почему же я так нервничаю из-за следующего шага? Мне всего-то нужно установить таинственную программу Аниты и поговорить с ней. Это ведь даже не человек, верно? Стой, а если я пойду с обратной стороны? Так, мне сейчас надо срочно по одежде, модификация одежды. Вот этот вот снять. Тут у нас что? Тоже снять. Подожди. Выбрать. От дальнобойного оружия скрытность. От рукопашных от дальнобойного. А от рукопашных. Вот, от дальнобойного поставим защиту. Тут от рукопашных. Еще от дальнобойного. И вот еще рукопашная. 16. 6 дальнобойная. Может быть, типа я не... Это что такое? 12 неправильно поставлю. Ну, получается, у нас от рукопашных 16%, а от дальнобойного 6, 26, плюс от огня. Спасет меня это? Без понятия. Может быть, больше от огня ставить. Тоже без понятия. Вообще сейчас. Вот. Спрыгнем мы туда. Но я хотел бы вернуться еще назад, потому что... Много машин. Там еще один момент есть. Потому что если мы будем драться сейчас в открытой области, это будет не совсем... Вперед. Испытание ждет нас. Наверное, правильно. А если я пойду с этой стороны, то тут хотя бы... Можно будет как-то помансить, что ли, пострелять. Так, где они? Тут, я знаю, козлик должен быть. Они его уже съели, видимо. Начну-ка я, наверное, все-таки...
Нифига заражение не работает. Димыч, приветствую, хорошего дня. Блин, сам себя, что ли, бахнул? Сами не лезем. Просто глушат и все. Вижу. Как дела, Дим? Давно у меня, да, давненько не был. Дружище, только не проход, пожалуйста. Проход я вообще это... Не играю, ничего вообще не делаю. Здоровенько, здоровенько. Как она? Алды. Забежал. Один хотя бы, ну ладно. Нормально все? Ну, это нормально. Так, еще одного минуса. Там очень много машин. Опять же, если я спущусь, а я попаду в ту комнату, которая была до этого. Я ж не знаю. Тут дострельну-ка, ну-ка, давай попробуем. Вон того он забайтить. Не получается. Купил себе плоечку. Хогвартс играть, да? А ты, по-моему, кстати, говорил про это уже. Я могу, типа, ошибаться, но... Хогвартс сыграл, Дим? Как тебе Хогвартс? Говорят, оптимизировано, я смотрю так. Визуально. По играм, говорит, на компе соскучился. А чё бы нет? Сейчас сцены не такие сильные. Вполне. Сейчас он какую-нибудь резаньку шестиядерную, там до десятки можно, материнку 6, оперативка 4. Я себе он сейчас нацеливаю на стрим ПК собрать. Все в пределах разумного. Ну, видеокарта, да. Ну, видеокарта, как обычно. Хотя тоже доступно. Дело того стоит. Если рядом волчий, остерегайтесь мин. Че, если будет волчий? Какой там нафиг волчий? А. Ловчий, если, говорит, будет. А у меня сейчас порвет.
Готовьтесь. Ребят, садани ему кто-нибудь. Блин. Где мои-то напарники? Да... Что ты там делаешь-то? Там еще один. Сейчас я прочитаю, секунду. Секунду. Вот эти вот просто челики, они ваншотные. Вот куда тебя привела судьба. Вот и свела судьба нас, вот и свела судьба. Есть. Фух. Я их реально боюсь. Я помню вчерашний стрим, как он подбежал, там хвостиком махнул. Чего там? За 80 можно хороший собрать. Так я тебе говорю, то, что да, вполне. По моим замеркам, ну, я человек маленький, там, туда-сюда. Да. У меня он сынишка-то с этого, помнишь, что, как его, Зион-то у меня был. Зион ему снял на AMD-шку. Посадил, по-моему, 3600 Ryzen. Так у него, говорит, FPS там, говорит, где-то в Fortnite аж до 300 зашкаливать стало. О, а была соточка. Разница, да, какая? Новый все. Так что да. Horizon играл на плойке, крутая игра. Но я пока что-то тоже проникся, скажем так. Вроде где-то и подбамбливают, прям интересно. И сюжет вроде необычный. Horizon норм? Ну, по мне норм. По мне норм. Самое главное, недорого. Хотя, учитывая сейчас какие-то новые процессоры, то типа Intel подешевле будет на количество ядер. Я имею в виду топовские какие-нибудь Intel Core 9 или Ryzen 9. То Intel подешевле и ядер побольше. Там они энергоэффективны, какие-то всякие вот эти вот. Чё? Стой. Вон еще какие-то их маяки. Почему-то нас все равно назад показывают, чтобы мы пошли. Ну-ка, стоп. Я это не унесу. Сосуду. Ладно, сосуду нам пока не требуют. Лучше тут зря не задерживаться. Отчет. Что такое? Ага, понял. Что-то еще нашли. God of War очень понравилось. Ну, я не играл, я не могу ничего сказать. Визуально вроде как бы играбельно, а так... Башня, пока наши копья не примерзли к ладоням. Копии чего к ладоням? Да подожди, не торопи. Да, это полезная штука. 6000, говорит, Гарри Поттер стоит. Да ладно, перестань-то. 2,5. Есть же это Бука сайт с ключиками. Вот. Активируешь в Steam. Ну, Steam, типа... Ну, Steam заводи какой-нибудь не белорусский, российский, а какой-нибудь другой, там, казахстанский. Активируй, да играй на здоровье. Так многие делают. Нет, 6000, конечно, нет.
Я когда вчера смотрел на Book Shop, у меня подписка Турция. На Турции тоже дешевле, ой, дороже. Так, а куда здесь? А, вон какая-то дверь бункера. То бишь, что я сейчас сюда пришел, что не пришел, по сути, смысла никакого. Здесь всегда холодно, в самую лютую зиму. А туда тоже попасть никак. Ладно, пацаны, пойдем туда спускаться. Подрались здесь. God of War Ragnarok 5. Хулиганы? FIFA говорит за 23. Это ты сейчас про плойки, да, говоришь? Игры на плойке. И я тут со своими 2000 что-то лезу, да? И ведь есть, наверное, да, Дим, кто покупает такие штуки? Так, ребята мои пришли. Это было бы увлекательно, если бы они... У них резисты, короче. Да что ж у вас всех, у всех резисты-то? Ой, не то заряжай, не то, не то. Он нас застукал. Кого победим? Демона? А разрешите ударить вас? Ай, да спасибо. Это ж волк. Так, а теперь давай с этого начнем. Забанук, да. Ох, мне везет. Ох. Не гори, не надо. Отходи, 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 отходи. Как же ты меня это затюкал-то, а? Вот был бы банук и лук, сейчас бы убили бы быстрее. А у меня вот этот высокоточный, который, по идее, должен сильно бить, он, к сожалению, карха. С моей зарплаты только покупать игры. Да, ты
Ты успокойся, там ты не один такой, если что. Так, металлический опять сосуд. Зачем они мне? Коллекция метро. А ее, по-моему, бесплатно раздавали же. Там какие-то игры. Сейчас еще этот, как его... Готика, по-моему, там хотят ремастер сделать. Что-то такое. Представляешь, Готика. Я в нее не играл. Ну, это типа как Elder Scroll какой-нибудь тех времен, третьего. Ну да, сделают ремастеры, заново будут продавать. Они могут такие вещи крутить. Как и Dead Space. Я вообще не понимаю, что там в Dead Space они нашли какую-то новую графику. Ну, игра, как игра, сюжет один. Прошел ее, прошел. Лишняя тяжесть. Что-то у меня, друзья, этих каких-то сосудов дофига. Стоп. Стоп, давай посмотрим. Сердце бегемота. И какой-то скульптора. Сейчас, светящаяся оплетка. Давай, G. У меня их 5 штук все равно. Надо что-то собирать. Огневолка. Плойка. Прикольная компания играть в футболки, драки. Одному скучновато. Ну, с плойки прикольно еще стримить, если компьютер слабый. Так-то он карту захвата бахнул. Вот эти вот вещи ледяные, я вообще ими не пользуюсь. Я вот заметил такие моменты. И с огнежаров я тоже особо как бы проку не вижу. Оставить немножечко себе. Остальное все можно поломать. А, вот, искровой заряд. Сейчас, секунду зачитаю. Так, изготовление. Вроде как растений хватает. Опа, вот это не надо. Лучше аптечку сделать. Просто люблю шутера на джойстике играть. Для меня это такой квест. Миша, у тебя какой просто стоит? У меня этот 3900 Ryzen. Я шел как купил в 2019 году, так у меня до сих пор стоит. Чё? Удерживайте. Ну, с того момента еще и вышло 3950 и 3900 XTX какой-то там. А кто это такой? Громозев. Дядь. Мне хвостик махнул. Меня там по стене прям истек. Там, говорит, машины идут. Вы, говорит, это... Соберитесь. Сейчас, подожди. У меня тут есть еще пару этих ловушек. Я, правда, не знаю, чего там, какой ставить этот резист, не резист. Там эта ссылка есть, можешь почитать, я там прям все комплектующие указал. Сейчас я, ребят, минутку. Комплектующие указал, ссылочки там на ВК. Я сделал такую статейку. То порой бывает, спрашивают, а что у тебя там, как там. Сейчас, где она? Да, вон там, чуть пониже, сам внизу.
Следишь, да? Следишь, как я играл в Hits? Да? Нет, было дело. Дим, постримили мы, по-моему, 21 год. Нет, не горел. 21 год постримили, разыграли, потом не играл практически год. И вот только в прошлом году, под осень, я в картишке там сидел, просто чилил. Вот. И поиграл в Ходс, там быстрые каточки за Ханзо. И все, я удалил и эти игры, и лаунчер. Что-то у меня после них, реально после игр, у меня мышку прям плющит. Я в других играх не встречаю такие вещи. У меня мышь, я ее вверх веду, она у меня куда-то там влево, вправо. Именно после игр вот этих вот. Не знаю, с чем это связано. У других не наблюдается такой. Я видел, как ты тоже на стримах заходишь, там картонки играют люди, блин, а там все это подлагивает, там карту, когда снизу берешь и вот так вот наверх ставишь, игра как будто залипает. Вот, поэтому... Сейчас я, друзья, минутку. Громозевом сейчас будем драться. Я увидел, кстати, этого Громозева, он стоял у нас возле Меридиана. Если это он, это здоровая такая машина, от которой надо сейчас посмотреть, что там по резистам. В Apex, говорит, хочу. Не, я что-то, у меня такие игры не камильфо. А для Apex нужен ПК, да? Не задача. Так, попытка номер 2, друзья. Началось. Да включись! Идут. Приготовьтесь! Да включи ты свой. О! Можно, пожалуйста, не меня? Хе-хе. Я понял, да, я там получил достижение. Стреляй, стреляй, братва, стреляй.
Да нет, говорю, дай вылезти. Стоит он меня там, дубасит. Да, ребят. Хлопцы, текаем, текаем, текаем. Куда тут текать, только не знаю. Я вообще не трогаю, ну елки-палки, да что ж такое-то? Причем я реально не стреляю по нему, просто бегаю, убегаю, убегаю. Там мои уже сколько раз стрельнули, ну что ты? Ну покемон, блин. Может его зарядами электрическими долбить? Ну Рили прям за это заколебал. Началось. Машины идут. Приготовьтесь. Такой вообще просто. Ну, блинский. Ну, просто, я не знаю, ему хвост сбивать, он не дает. Ладно, пробуем. Чего такое-то? Ты ну нажал же. Она вот бежит вообще вот. Сколько там надо раз нажать?
Да иди ты нахер. Мои стоят с каких-то палок бьют, я не понимаю их вообще. Ну, серьезно. Какими-то там палками махают. А вот от чего? От чего у него спасение? Началось. Машины идут. Приготовьтесь. Ему надо хвост, походу, прорубить. Куда прыгай ты, ёпти мопсель? Его, короче, мороз берет хорошенько прям.
Ну блин, ну блин, ну блин, ну блин. Ну, блин. Знаете, как бомбит, когда аптечку просто пытаешься сожрать, встала на месте, такая раз клюнула аптечку. Ну ты что делаешь-то? Ай ты, цветочек, если вот травку она ест, то нормально она ее употребляет. Без всяких каких-то там заморочек. Ой. Ну, теперь понятно, как с ним разбираться. То бишь ничего замысловатого. Его льдом бахаешь, а потом расстреливаешь просто какими-то вещами. Машины идут. Приготовьтесь. Да ты можешь не останавливаться-то, ё-моё. Ой, блин. Блять, я не понимаю, серьезно. Я серьезно не понимаю этих моментов. Короче, эти резисты, они, как я полагаю, бестолковые. Снимаем броню, а потом просто его убьем и уворачиваемся. Машины идут. Приготовьтесь.
Сейчас такой момент, что самое главное, чтобы они его держали замороженными. Вот, заморозку на нем. Заморозку они держат. Он, по-моему, зашевелился. Отлично. Нет! Есть. Так, я немножко затарился. Блин. Надо ему вторую пушку сбивать срочно. У нас получилось. Я невысоко ценю песни о Боге, но эта битва заслуживает того, чтобы они исполнили. Теперь от... Мишань, приветствую. Я сорян, если не отвечал. Приветствую, хорошего дня. Сейчас узнаем. Да, там именно... Его надо, короче, замораживать. Это первое. Второе, да, вот по пушкам надо бить. Верно. Сейчас я соберу немного луту. И это прям какой их. Где он есть-то? Ну вот, тебя, Элой. теперь Варга сможет Открой улучшить дверь. ледошит. Варга, это, короче, улучшение, типа, сделать. Да. От хвоста труднее всего вернуться. У меня достижение какое-то, второй поход получено.
То бишь от этих можно крутиться, уходить. А вот когда он хвостом бьет, там вообще не угадаешь. И с тех пор демон тут воцарился. Как будто зараза охватила оборудование. Все изменилось. Исказилось. Той тропы, по которой я ходила в душе, Жук. больше нет. Мы найдем другую тропу. Обещаю. Ну ладно. Идем. Ну сложно, сложно. Да. Прям адреналином зарядился. Это хорошо еще подручные там как-то его примораживали, а с него тоже заморозка какой слетает. Побочное задание завершено. Нам дали еще 3 самоцвета, опыта, коробка с наградой. Давай посмотрим, что это за коробка с наградой. Предметы. Ну, так, это модификация, да? Ладно, это потом разберемся. Так, здесь я, наверное, возьму все-таки копье. Слабые удары копьем позволяет намного больше сбить броню и компонента. Мощные удары быстрее выводят машины из равновесия. Когда уровень здоровья падает до критически, мощные удары повышенный урон. Ну, вот это тоже можно. Бесшумная атака. Атака сверху, снизу, атака на главаря. А что это такое-то? Кузнь зимы. А смотри, котел 50 уровень требуется. Типа рановато, да? Подземный коготь. Да, походу сюда рановато. А смотри, подземный коготь. Так, ну если они со мной пойдут... Спускаемся. Да, они пойдут со мной. Но DLC прям это самое. По времени прохождения хорошо сделано. Сюда. И подраться есть где. И полутать. Так, можно мне один момент? Ничего я там не упустил. Так, подожди. Сейчас хватаешь спойлеров. Да, ну для меня-то спойлеры, какие спойлеры? Скорее машина, чем камень. Я никогда ей не доверял. Тут же изначально там написано было, что типа это сюжет, и захватил искусственный интеллект, ла-ла-ла. Поэтому, возможно, сгинули предтечи, так как перестал искусственным интеллектом подчиняться. Поврежденный вентиль какой-то. Новый металл. Пламя и молнии. Это место для машин, не для людей. Я согласна, брат. Мы не задержимся здесь дольше, чем это необходимо. Ты же разраб не знал, что ты можешь пойти в начале. Новый металл. Пламя и молнии. Вы поняли, куда я ушел? Это место для машин, не для людей. Я, короче, хотел типа по стелсу за пирамидками спрятаться, Держимся здесь дольше. а ушел куда-то в лаву. Нам надо миновать ту шахту. Ждите тут, я подумаю,
как нам перебраться. Хорошо. Ну, честно говоря, я тоже не думал сюда прийти. Отсюда шахту не перекроешь. Ну, ничего На страшного. ту сторону. Можно ли это разрушить? Надо подгадать момент. Бля, ребят, я от чата пока отвлекусь. Я серьезно, я смотрю чат и фигачу вообще какие-то ловушки, мормышки какие-то там. Пламя и молнии. Это место для машин, не для людей. Я согласен. Мы не задержимся. Надо найти ту шахту. Ждите тут, я подумаю, как нам перебраться. Копье очень слабое. Там надо было через какое-то время подождать, а потом прыгать. Да. Отсюда шахту не перекроешь. Надо на ту сторону. Надо подгадать момент. Нужно перебраться на одном из конвейеров. Какая-то у меня происходит непонятная штука. Я как поворачиваюсь на это весь обзор, у меня прям картинка прям плывет. Вот, вот. И пошла плавучесть. Ого, она летит! Она, говорит, летит. Теперь надо закрыть шахту. Чего сделать? Закрыть шахту? Стой, немного не догоняю я. Тут хоть какое-нибудь сохранение, что ли, дали бы. Сейчас где-нибудь опять ложанусь. Да, я вижу. Укажи нам путь, мы ждем. Выдвинуть мост я могу лишь с той стороны. Ёпарасоте. Я понял, теперь на другой надо карусели. Чё ты дерешься-то? Фига как интересно. И конкурсы забавные. Кто что-нибудь объяснит? Так. Предположим, я сюда спустился.
Залезть я здесь не могу. Блин, вот это я не люблю, вот эти цвета. Типа, понятное дело, что надо как-то туда перепрыгнуть, то ли перелезть. Может, визор найдет то, что я пропустил. Че визор найдет? Вон мост, вон он. Вот, его надо как-то подрубить. Как его подрубить? Без понятия. Вот на эту платформу надо прыгнуть. Потому что с той платформы нас кидают вот эту штуку. Давай разберемся, как залезть. Хотя, вот, вижу. Это круглое устройство. Для чего? Загадка прям. Ну, посмотрим, что получится. Получилось. Вот он. А. То бишь я починил, теперь надо сверху все равно пролетать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ладно, новый план. Ты куда без котелка-то пошел? Гаси его там, ребят. Готово. Пора двигаться дальше. Да. Сейчас. Сейчас, как только я тут соберу. Немножечко. Этот бой не последний. Теперь надо их переправить. Вроде бы все правильно делаю. Все, можно перебираться. Наверное. Наверное, говорит. Куда? А там еще, кстати, что-то есть. Так, ладно, припасы это хорошо. Сейчас, одну секунду, ребят.
исполинский еж. Лучше бы я не поднимал трубки. Так, Аратак. Сейчас, подожди, Аратак. Там какой-то кодекс. Что там за носители? Так, Джина, Бруно, Джошуа. Темы нас раскрыли. Шучу, они понятия не имеют, чем мы тут занимаемся. Но то, что они упомянули барьер, тревожный знак. Доклад по самому любимому парку Америки разгуливают чумные звери. 63-й год. Так, друзья, кто будет в 63-м году, смотрите. Лайфхак. Будут чумные звери ходить. Чего? Долго я буду? А я что-то даже не дочитал, Дим. Да фиг его знает. 3+ часа, наверное. Как-то так. Сколько мы стримим-то? Я даже не заметил с этими файтами, честно, как время пролетело. Тут главное прыгнуть. Вниз. О, стой. А тут что? Цветочки тут, друзья, и грибочки. Единственное только меня, что в геймплее не устраивает, вот честно скажу, это вот это вот переключение, чтобы съесть резисты. Почему нельзя их, ну, типа, посортировать или там объединить в единое, да, допустим. Хочешь ты сразу 3 съесть. Гора была раньше. Объединил их, раз и съел. На джойстике, может быть, это удобно. Не знаю. Обход успешен. Ограничители не действуют. Всем людям, кто слышит. В мои системы проникла программа демон неизвестного происхождения. Ой, нафиг демон. Трассировка показала, что она носит именование Гефест. Ее нужно остановить любой ценой. Она перенастроила комплекс на создание охотника. Дохват неизбежен. Прилагаю к сообщению дополнительные данные. С нами говорит душа. Это запись. Да не душа это. Предупреждение. А, правда, Гефесте 2 из 3. Что это за имя такое? А, ну вот, Элой говорит, это запись. Других. Это не душа. Да, может быть. Пойдемте дальше. Я хотел ее просто отключить, но это рискованно. Вдруг при перезагрузке она дезориентируется или вообще повредится. Как объяснить эмоциональному эквиваленту ребенка, что ему, вернее, ей, придется впасть в кому, возможно, на долгие годы? И что она увидит, когда очнется? Что-то, извините, перебью, что-то напоминает Парадис, когда, помните, мы проходили, помню, ключик еще подкинули разрабы. Парадис Lost, по-моему, когда по бункеру парень ходил, а там одна лежала под каким-то аппаратом и типа искусственно управляла. То ли в коме, то ли еще где-то она там. Сестренка его была. Ну, тоже такой нормальный, заманчивый сюжет. То есть я так полагаю, что в основном сюжете нам придется столкнуться точно с такой же темой. Типа как какой-то... Машины. Здесь их строят. Вот. Сказала душа. Тут их строят. И их очень много. И я поищу путь дальше. То есть такая же будет тема, видимо, что в горе живут машины, которые сами себя воспроизводят. А вот он, ледоклык. У них у всех сопротивляемость, заметьте, вообще у всех. Ко всему, но уязвимость только к холоду. Обалденно. Просто обалденно. Я предложил бы его сразу бы чпокнуть, потому что нам сейчас... Ладно. Помогите союзнику пройти через ледоклык. Он антифриз. Антифриз нужен. Не замерзай-ка. Пройти через комплексный.
Сейчас пройдем, я помогаю. Нет, они огнем бьют, огнем, говорю. Держитесь, братья. У-ху! Мы все умрем. Я вообще ничего не вижу. Меня просто мутузит. Я почему драться-то стал, собственно? Потому что мне нужен уровень. Так как локация тут на 50 плюс рассчитана. Понял? Просто заколебал. У него бесконечно, по-моему, это. Кого там? У кого они стреляют? Вообще, огонь, огонь. Но самое главное, я понял хотя бы, как немножко сражаться против ледоклыков. Резист от огня и пошел его колупать. Сейчас немножко соберем аптечек.
Генератор поля. Там вон еще какая-то есть штука. Тут куча оборудования. Ты нашел главный секрет игры? Ребята! Где мои ребята? Ой. Блин, антифриз нужен. Промазал, промазал. Не понял, про что Мишка написал, но типа главный секрет игры, друзья. Я читы какие-то нашел, наверное. Ух. Так, а где это? Это напарница. Напарница, ты где? Тут пока разберешься во всех этих резистах, что там надо, кому. Так, где-то что-то там надо включить. Стой. Повыше забраться. Хоть осмотреться немножко, где он есть-то. А, они меня то бишь ждут. Когда я им включу какую-то там... Вон, штуку. Так. Все, все, молодец. Съешь грибочек. А где тут этот мост-то? Подожди, я и с той стороны мог зайти. Вон он, мост-то. Вот я кулек. Оббежал, короче, по кругу. Ну, порядок.
Проходите. Пора двигаться дальше. А что я тогда с той стороны активировал, что эти пузатые ледяные пошли? Ну что ж, какая-то штука есть. Можно ли там как-то глянуть? Сейчас я к ним подойду. Тут тоже типа моста. Спираль урона. Фига себе там фиолетовые эти улучшения. Ну, собственно, наверное, ради них сюда только мы и заходили. Кузни зимы. Помогите союзникам пройти через производственный цех. Смотри, говорит, котел. И музыка еще забарабанила. Ух ты. Куда тут? Чего тут? Помогите. Дверь бункера. Ну так-то тут все тихо. Пепел какой-то, прям печки. Панель управления. А ведь это все поначалу создавали люди. Всем людям, кто слышит, переконфигурация комплекса вызвала дестабилизацию основной геотермической магистрали. Уязвимыми точками можно воспользоваться, чтобы уничтожить дефектные элементы комплекса, сохранив резервные стабилизаторы. Захват неизбежен. Прилагаю к сообщению Я не понимаю, что душа пыталась нам сказать. Она искала способ, как одолеть демона. И, возможно, нашла. Демон — это, видимо, вирус. Рой. 28 ноября. Об операции «Свобода» раструбили по всем новостным каналам. На нас идет Рой Фаро. Видимо, от него Анита и хочет укрыть барьеры. Но значит, она думает, что мы проиграем. Что? Видимо, от него Анита и хочет укрыть барьеры. Но значит, она думает, что мы проиграем. Что Рой дойдет до Йеллоустоуна. Господи. Ведь при таком сценарии почти все погибнут. Все, кроме Бирюзы. Это мне понадобится. Они захватили землю, правят. Да, да, Миш, ну это основной сюжет по поводу искусственного интеллекта. Это как бы, ну, очевидно, если прочитать. Вопрос только я не... Мне, походу, спускаться придется. Как говорят, успехи. Дим, тут такой крокодил был, с ним прям... Сражался, пока ты в аптеку бегал. Или куда ты там бегал? Да, в аптеку. Громозек или какой-то там такой вот.
Ну, вот сейчас пытаемся разобраться, что тут, что, куда. Мне дальше как-то их надо проводить. Они типа тропу ищут. Так. Бананчик, приветствую тебя, хорошего дня. Так, что это за штука такая? Сейчас нас расплюснет. Так, как вам помочь-то? Так. Успехи пока потихоньку проходятся. Они и в бок тоже ездят. И в бок ездят. Пока проходится, ну, DLC. Я что-то... Ты часом не зомбирован? Какой-то ты странный, ей-богу. Кто там? Я на этом месте сдался, устал проходить. Да, я понял, что там Сидорович-то включился. Финалу. Так это DLC, бананчика. Это DLC же мы проходим. Наверное, я перекрыла шахту. Основной сюжет я еще вообще не в курсе. Так, секунду. Путь, и мы последуем. Открой нам путь, ему последуем. Иду открывать. Нет, конечно, нет. На вид не слишком прочная. Сюжет ни разу не проходил. Так, ребят, я походу не туда попер. Там что-то надо открыть все-таки им проход. А я поторопился. Так, подожди. А чё они меня-то это самое? Я ж там никак не залезу. Нет, я там что-то перекрыл. Сейчас, секунду, глянем. Я правильно шел. Да, но только меня этот курсор говорит, иди откроем проход. Я говорю, а как это пройти? Туда же если прыгнуть, да, все правильно. Туда же если прыгнуть, то я не дойду. А будешь проходить, ну, после DLC, естественно. Мы там по сюжету Меридиане остались. Потом мы пошли помогать этой Сона, которую мать Валы, которая при испытаниях в начале погибла. Вот, и, ну, заодно решил пройтись сюда, в DLC. Только до Меридиана я дошел. Ой-ей.
Миха, что они там опять-то не доделали? Я уже боюсь, блин. Начинаешь про этих разработчиков писать. Классно. Я запаниковал сейчас. Стримерское кресло, удобно сидеть на нем? Спина не болит? Удобно, только теперь жопа потеет. Серьезно. Прям без рофлов. Спина нет, спина перестала болеть. Ну, все-таки на стуле сидеть. Сколько там, пока отец. Года 2-3. Летсплей-то ладно, там, мне кажется, пофигу, на чем можно сидеть. Летсплеишь, встал, походил. А когда стримишь там по часа 4-5, то спина от стула, конечно, болит. Да подстилки есть, они не помогают, только еще жарче становится. Ну тут, типа, дело не в самом кресле, может быть и материале тоже как-то влияет, но по большей части это как в комнате уже. Если в комнате духота, то какой потом у тебя не стели, все равно жарковато будет. Так, стой. Куда-то я вообще притопал. Коробка с деталями. А походу все правильно. Я чуть выше просто поднялся. Сейчас прокатимся. От той же компании? Я уже забыл, что за компания. Оно жестковатое. Пукало потеет. Да, пукало, спина. А там еще, смотри, искры какие-то идут. Короче, надо найти способ запрыгнуть. Нет! Она это самое. Я что хотел сказать? Она меня задолбала. То она не быстро не бежит, когда надо. Демона. И, возможно, нашла. Вот типа, когда какой тебя паразит хочет кусить. Она то не бежит сразу, то когда к краешку подходишь, она резко рвет. Сейчас, походу, долетим. Так, ладно, я пошел. Где я? Да ты куда ты пошла-то сразу? Ты успокойся. Она уже мне вниз. Так, где мои эти товарищи? Теперь им будет куда проще сюда попасть. Да, только вот где они? Эй. Я не знаю, где они. Но мне надо ждать.
А как мне их ждать, если их вообще нету? Во! Из-под земли вылетели. Это похоже на старую тропу. Мы уже близко. Мой последний разговор с Анитой по чату во вложении к этой записи. Вдруг кто-нибудь когда-нибудь найдет. Я больше ее не увижу. И Бирюза тоже. Ведь это мне придется ей об этом сказать. Бирюза это кто? Его жена? Что за Бирюза? Пару штук не нашел. Носители нашел, а вот здесь вот пару штук не нашел. Данных каких-то задания. А, задания. Но задания-то еще мы не все прошли, и мир. И тут парочку не хватает. С другой стороны, я не расстроюсь, если что-то не найду. Это нормально.